Привет, друзья, привет, гости канала. В прошлом ролике, когда я делал обзор своей катушки троллинговой, я обещал вам рассказать, для чего купил я вторую. Итак, пойдем по порядку. Вот, к примеру, вершинка от моего основного троллингового спиннинга с тестом 250 грамм. Эта вершинка отлично справляется с воблерами вот такого класса. Бандитообразные, халкообразные, скажем так, упористые, заглублением 6-15 метров. То есть она отлично показывает их игру, передает эту игру спиннинг в руку, скажем так. Но когда есть желание поставить такого класса воблеры, менее упористые, с малым заглублением, это 3-6 метра, то данная вершинка игру воблера уже не показывает и плохо передает в руку на спиннинг. Для них необходимо ставить уже другую вершинку с тестом 200 грамм, 150 грамм. И на это уходит большое количество времени, чтобы поменять вершинку. Чтобы это время не тратить, я решил собрать второй комплект, тем более спиннинг у меня есть. Спиннинг фирмы Wander, White Troll. Поставляется он вот в таком чехле. Это бюджетное корейское удилище штекерного типа, двухчастное, состоит из двух колен. То есть первая это рукоятка, вторая часть спиннинга это уже вершинка. Рукоятка выполнена из эва, приятная на ощупь, хороший катушка-держатель. Отлично прижимает катушку, фиксирует, ничто не люфтит. Единственный минус: на данном спиннинге нет ушка, скажем так, для крепления приманок. Все соединения, кольца, все проклеено, промотано нитью, скажем так, колечки хорошего качества. Торцы тоже хорошо обработанные. Как вы видите, колечко здесь стоит маленького диаметра, потому что спиннинг это предназначен конкретно для троллинга под мультипликаторные катушки. Но так как оно находится на большом расстоянии от катушки, сюда можно использовать, скажем так, 1000-2000 катушки, чтобы порыбачить запрос. Рукоятка у спиннинга достаточно длинная, удобная. Вот если видно, то есть она упирается в локоть. Это удобно при подсечке, при вываживании рыбы. Вершинка тоже хорошо вся обработана. Колечки хорошего качества, все промотаны, проклеены, скажем так, залачены. Вершинка очень чувствительная. На конце вершинки имеется вот такая раскраска. Благодаря этой раскраске в сумерках хорошо видно, как удилище работает. Данную палочку я приобретал в Сочи с намерениями половить чуларку и в будущем использовать ее для троллинга на легкие приманки. При ловле чуларки мне эта палочка не понравилась, потому что она короткая. Так как там камни, много зацепов, туда надо что-то подлиннее. Вершинка, конечно, мне понравилась, информативная, все поклевки чувствуются, но по длине для береговой ловли оно не подходит, потому что длина его 2,10. Данную палочку я еще пробовал летом для рыбалки в отвес. Ловили мы ставриду с лодки. Для этих целей палочка отлично подходит. Использовал для отгрузки я пилькеры от 10 до 25 грамм. То есть данная вершинка отлично с ними справляется, с учетом самодура.
То есть в этом смысле палка нормальная. Итак, теперь по характеристикам. Длина данного удилища 2,10. Длина в чехле при перевозке 109 сантиметров. Вес данной палочки 190 грамм. Строй у нее быстрый. Тест 20-120 грамм. То есть для вот таких воблеров отличная палочка. На данную палочку на катушку я тоже буду использовать такую же плетенку, как на том спиннинге 0,14, 8-жилку мультиколор. Данная плетенка по толщине отлично подходит, мне понравилось. То есть она не парусит и отлично заглубляет воблер. Даже вот такого типа. В следующем ролике я вам расскажу о приманках, о топе своих воблеров, скажем так. Если какие-то есть вопросы, задавайте в комментариях. На все комментарии стараюсь отвечать. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.